В далеком волшебном лесу, где деревья шептались между собой, а цветы улыбались каждому прохожему, рос куст волшебной малины. Ягодки этой малины были непростыми. Они могли исполнить любое желание того, кто их съест. Жил в том лесу маленький мальчик по имени Тим. Он бегал по лесу, играл с белками и птицами, но всегда обходил стороной куст малины. Тим не любил малину, он считал ее слишком кислой и всегда предпочитал сладкие плоды. Однажды, когда Тим играл в прятки с зайцами, он случайно забрел к кусту волшебной малины. Зайцы замерли и сказали: «Тим, это не просто малина, это ягодки желаний. Если ты попробуешь хотя бы одну, она исполнит твое самое заветное желание». Тим сомневался, но любопытство взяло верх. Он взял ягодку и загадал желание. Едва он ее попробовал, как вдруг лес ожил еще ярче. Цветы начали танцевать, деревья аплодировали, а звери собрались вокруг мальчика. «Тим, ты научил нас ценить каждый момент, и мы хотим подарить тебе волшебство нашего леса», — сказал старый дуб, и лес наполнился волшебным светом. С того дня Тим полюбил малину и понял, что каждая ягодка природы — это маленькое чудо. Он стал заботиться о лесе, поливал цветы и помогал животным. А волшебный куст малины продолжал радовать всех желающих своими чудесными ягодками. И жили они в гармонии с природой, и каждый в лесу знал, что маленький мальчик, который не любил малину, научился видеть красоту и волшебство в каждом плоде и листочке. И каждый, кто приходил в лес, уходил оттуда чуть счастливее. Ведь волшебство было в каждой малинке, которую они встречали на своем пути. Сказка «Жук-задира» и его песенка. В укромном уголке лесной рощи, где цветы распускались под пением птиц, а деревья шептали друг другу старые истории, жил маленький жук по имени Жужук. Жужук был известен всем лесным обитателям как настоящий задира. Он был капризным, вредным и, если что-то шло не так, как он хотел, сразу обижался и начинал петь свою песенку. Жу-жу-жу-жу, я с тобою не дружу. Жу-жу-жу-жу-жу, я тебя сейчас укушу. Первая ссора произошла с муравьиным семейством. Жужук хотел пройти через их муравейник, но муравьи попросили его обойти, чтобы не разрушить их дом. «Нет, я пойду именно здесь», — заявил Жужук, топача по крыше муравейника и напевая свою песенку. Жу-жу-жу-жу, я с тобою не дружу. Жу-жу-жу-жу-жу, я тебя сейчас укушу. Муравьи были в растерянности. Жужук не хотел слушать. Он был уверен, что его путь самый правильный. В другой раз Жужук поссорился с Белочкой, которая собирала орехи. Он хотел, чтобы она поделилась с ним своими запасами. Но Белочка сказала, что орехи были собраны для ее семьи на зиму. Жужук обиделся и стал катать орехи в разные стороны, запевая свою песенку. Жу-жу-жу-жу, я с тобою не дружу. Жу-жу-жу-жу-жу, я тебя сейчас укушу. Также был случай с пчелами. Жужук нашел их улей и решил попробовать мед. Пчелы попросили его не трогать улей, ведь мед нужен был для их детенышей. Но Жужук не слушал и начал петь свою песенку. Жу-жу-жу-жу, я с тобою не дружу. Жу-жу-жу-жу-жу, я тебя сейчас укушу. Пытаясь добраться до меда, что привело к большой ссоре и погоне пчел за ним. Однажды Жужук встретил стрекозу, которая красиво танцевала над озером. Он захотел, чтобы она научила его летать и танцевать так же. Стрекоза объяснила, что жуки летают и танцуют по-другому, и предложила ему другие уроки. Но Жужук настаивал на своем и, не добившись желаемого, попытался толкнуть стрекозу, напевая свою песенку. Жу-жу-жу-жу, я с тобою не дружу. Жу-жу-жу-жу-жу, я тебя сейчас укушу. Все эти ситуации показывали, что Жужук вел себя как маленький ребенок,
который не умеет справляться с отказами и неудачами. Его песенка стала символом его упрямства и неумения дружить. Но все изменилось, когда Жужук оказался в беде. Он упал в яму и не мог выбраться самостоятельно. Он пел свою песенку Жу-жу-жу-жу, я с тобою не дружу. Жу-жу-жу-жу-жу, я тебя сейчас укушу. Но на этот раз она звучала грустно и одиноко. Животные, услышав его, собрались вокруг ямы. Они могли пройти мимо, но вместо этого решили помочь. Муравьи построили живую лестницу. Белочка принесла крепкую ветку. Пчелы сплели веревку из воска, а стрекоза подбодрила Жужука. Вместе они вытащили его из ямы. Жужук был поражен их добротой, и впервые по-настоящему он понял, что означает дружить. С тех пор Жужук изменился. Он перестал быть задирой и начал помогать другим. Он даже придумал новую песенку. Жу-жу-жу, с вами всеми я. Жу-жу-жу-жу-жу-жу, и сюрприз вам покажу. И каждый раз, когда он ее пел, все удивлялись, как сильно изменился Жужук. И жил Жужук долго и счастливо, окруженный друзьями, которые ценили его за его дружелюбное сердце. Эта сказка о маленьком жуке-жужуке учит, что дружба и доброта – это выбор, который мы делаем каждый день, несмотря на наши обиды и разочарования. В одном солнечном уголке Африки жил-был жираф по имени Жоржик. Жоржик был очень высоким и стройным, его шея тянулась к самому небу, а пятнистая шкура блестела на солнце. Он был самым добрым и дружелюбным жирафом в своей саванне. Но иногда чувствовал себя немного одиноким, потому что его друзья – львы, зебры и слоны были гораздо ниже его, и ему приходилось наклоняться, чтобы поговорить с ними. Однажды утром, когда Жоржик гулял по саванне, он заметил маленького кролика по имени Пушок, который плакал под большим баобабом. «Почему ты плачешь, Пушок?» – спросил Жоржик, наклоняясь ближе к кролику. «Я потерял свою маму», – всхлипывая, ответил кролик. «Я не могу найти ее среди высокой травы». Жоржик поднял голову выше травы и начал искать. Вскоре он увидел крольчиху, выглядывающую из-за куста. «Не волнуйся, Пушок», — сказал Жоржик с улыбкой, — «я вижу твою маму. Следуй за мной». Пушок радостно побежал за Жоржиком, и вскоре они нашли его маму. «Спасибо тебе, Жоржик!» Радостно воскликнула крольчиха. «Ты спас моего сыночка!» «Не за что», — ответил Жоржик, чувствуя себя очень счастливым. «Всегда рад помочь». С того дня Жоржик и Пушок стали лучшими друзьями. Но приключения Жоржика на этом не закончились. Однажды вечером, когда солнце садилось за горизонт, Жоржик услышал шум. Это был маленький слоненок по имени Трумпи, который застрял в грязи и не мог выбраться. «Жоржик, помоги мне!» — крикнул Трумпи, пытаясь освободиться. Жоржик быстро подошел и протянул ему свою длинную шею. «Держись за мою шею, Трумпи. Я вытащу тебя», — сказал Жоржик. Трумпи ухватился за шею Жоржика и с его помощью выбрался из грязи. «Спасибо, Жоржик!» — воскликнул Трумпи, отряхивая грязь. «Ты настоящий герой!» «Всегда рад помочь, Трумпи», — улыбнулся Жоржик. Друзья должны помогать друг другу. Однако самым большим испытанием для Жоржика стал день, когда в саванну пришла большая засуха. Вода исчезла из рек и озер, и животные начали страдать от жажды. «Что же нам делать?» — вздохнула зебра Зара. «Я слышал, что высоко в горах есть скрытый источник воды», — сказал лев Леа. «Но путь туда очень трудный и опасный».
Жоржик знал, что должен помочь своим друзьям. «Мы справимся», — уверенно сказал он. «Я поведу вас к источнику». Собрав всех животных, Жоржик начал вести их к горному источнику. По дороге они преодолевали скалистые подъемы. В какой-то момент дорога стала особенно трудной. «Жоржик, я не могу идти дальше», — вздохнула зебра Зара. «Не переживай, Зара», — сказал Жоржик. «Мы все поможем тебе. Давайте вместе поддержим Зару». С помощью друзей Зара смогла преодолеть трудный участок пути. Наконец, они добрались до источника, и животные смогли утолить жажду. «Спасибо тебе, Жоржик!» — радостно кричали звери. «Ты наш спаситель!» С тех пор Жоржик стал уважаемым и любимым лидером в саванне. Он научил всех, что доброта, дружба и храбрость могут преодолеть любые трудности. А его друзья Пушок и Трумпи всегда были рядом, напоминая всем о том, как важна взаимопомощь и поддержка. И жили они долго и счастливо, наслаждаясь каждой минутой своей дружбы и приключений в солнечной саванне.